Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю нам с вами начать цикл мини-презентаций «Азбука здоровья» или «У моря аптечных цен». Название презентации возникло не спонтанно. Причиной создания этой презентации это нынешняя экономическая ситуация, которая заставляет нас делать выбор. Выбор везде и во всем, в том числе и на лекарственные препараты. То есть целью презентации является помощь в выборе и приобретении лекарственных средств в случае возникшей необходимости. Очень важно в случае нарушения здоровья выбрать препарат по удобной для вас цене, быть здоровым, сохранить качество жизни, а не испугавшись цены на лекарственное средство в аптеке, остаться без помощи и остаться без лекарственного средства. То есть я вам подскажу, как быть, как разобраться и как быть здоровым. Итак, достаточно часто у человека возникают проблемы со здоровьем. Самый банальный симптом, который появляется при частых заболеваниях, это влажный кашель. Не оговаривается вопрос обращения к врачу. К врачу обращаться необходимо в обязательном порядке. Очень часто врач при кашле назначает препарат для разжижения мокроты. Вы, как послушный пациент, получили рецепт, в котором увидели одно из ниже указанных названий препаратов. Это может быть амброксол, амбробене, амбросан, амбролитин, аброл, амброхем, бронхолван. Возможно, это будет лазолван, возможно, медокс, возможно, флавомед. Почему эти препараты я выделила в отдельную колоночку? Что их объединяет? Открываю вам секрет. Секрет заключается в том, что действующим веществом всех перечисленных препаратов является один и тот же компонент – амброксола-гидрохлорид. Внизу сносочка, и вы видите, что такое действующее вещество. Действующее вещество – это химическое вещество или уникальная биологическая субстанция в составе лекарственного средства, с физиологическим действием которой на организм связывают лечебные свойства данного препарата. То есть в данном случае для препаратов, которые собраны вот в этой колоночке, действующим является веществом амброксола-гидрохлорид. Он и оказывает лечебное действие препарата. Резюмируем. Во всех перечисленных выше препаратах одно и то же действующее вещество. А названия препаратов являются торговыми. Это отличительная особенность каждой фирмы, производящей препарат. Итак, два слова об амброксоле гидрохлорид. Что или какое действие оказывает амброксола-гидрохлорид? Он увеличивает секрецию желез дыхательных путей и облегчает отделение слизи и ее выведение. Теперь мы понимаем, почему врач часто назначает препараты с действующим веществом амброксола-гидрохлорид. Он назначает их при симптоме влажного кашля с трудноотделяемой мокротой. Обращаю ваше внимание также на тот факт, что изложенные мной данные являются общедоступными
И внизу вы видите источники, из которых взяты эти данные. Теперь переходим к самому важному блоку или к самой важной части этой презентации. Проведем фармакоэкономический анализ препаратов с действующим веществом амброксола-гидрохлорид. Простым языком сравним цены на лекарственные средства с одним и тем же действующим веществом амброксола-гидрохлорид. Вот табличка с указанием средней цены в аптеках Киева по состоянию на 24 марта 2015 года. На что обращаю внимание сразу. В левой колоночке это торговые названия. И что объединяет все торговые названия, что это таблетки по 30 мг по номерам 20 в упаковочке. То есть в каждой из перечисленных ниже названий препарата количество таблеток одинаковое и действующее вещество тоже в одинаковом количестве. То есть мы имеем полное право сравнить цену на данные препараты. Желтым блок выделен с более дорогими ценами. Вы видите, что это цены от 90 гривен до 42. В правой колоночке указаны фирмы-производители. То есть какая страна является производителем или заявителем данного торгового названия на данный препарат. И в этой колонке, выделенной желтой, мы можем назвать такие препараты, как Лазолван, Флавамед, Амбробене, Амбросан, Бронховал. Колоночка, залитая зеленым цветом, она имеет тоже свою особенность. Если посмотреть на правую колоночку, то компании-производители украинские. Положительной стороной нижней части этого блока, то есть блока, залитого зеленым цветом, является цена. И пациенту, который имеет средний доход или, может быть, ниже среднего, как раз есть возможность приобрести препарат с более низкой ценой от 20 гривен до 8 гривен. И тут торговые названия следующие: Аброл, Амброксол. Амброксол, много фирм-производителей, и они все находятся, амброксолы, в одной ценовой категории 6, 8, ну, возможно, до 10 гривен. Цены меняются практически ежедневно в аптеках, и отследить их можно только придя в аптеку на самом деле. Но тем не менее, размах ценовой политики четко представлен в таблице, и вы, как грамотный пользователь, можете уже, разговаривая с аптекарем, предложить ему разные названия с разной ценой. А он вам их предложит, подберет. Вторая табличка не менее важна, потому что речь тут тоже идет о том же действующем веществе амброксола-гидрохлорид, но в виде сиропа. Ведь многие пациенты могут предпочитать сироп над таблетированной формой выпуска. Ценовая политика препаратов в виде сиропа немножечко выше, чем таблетированной, но вы видите, что они объединены по тому же принципу, по количеству действующего вещества, в 5 мл 15 мг, и что все препараты выпускаются в флаконах объемом 100 мл. Более дорогая ценовая политика – это препараты Медокс, Лазолван. Назовем условно средняя ценовая политика Флавамед, Амбробене, Бронховал. Более дешевые
амброхем, амбролитин, аброл и амброксол. Справа принцип тот же, вы видите колонку с указанием фирм-производителей. Цена самых дорогих препаратов 125-131 гривня, самые дешевые 22. Разница в 6 раз. Согласитесь, для многих это будет очень важный момент в определении с покупкой препарата, потому что часто так бывает, что не один препарат назначает врач и приходится где-то экономить, но лучше выбрать препарат менее дорогой, чем не получить никакой и уйти, не получив лечения. Рассмотрев вот эти две таблицы, я понимаю, как для себя, так и для вас появляется важный момент, появляется уверенность. Уверенность в том, что вы знаете, что вы понимаете разницу, и теперь вы можете с полной уверенностью идти в аптеку вне зависимости от того, сколько денег в вашем кошельке. Мы уже с вами имеем возможность приобрести препарат в соответствии со своим бюджетом, при этом сохранить качество жизни, при этом остаться здоровыми. Помните главное: самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Поэтому за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов обращайтесь к врачу. Также при возникновении симптомов заболевания обязательно обращайтесь к врачу. Я же помогу вам разобраться в тех препаратах, которые, возможно, будет нам рассмотреть, потому что мы не о всех препаратах можем говорить, и помогу разобраться в ценовой категории, чтобы вы в обязательном порядке сделали свой выбор, чтобы вы были здоровы. И я вам желаю быть здоровыми, счастливыми, улыбающимися. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду рада на них ответить. До следующей встречи на канале. До свидания.